Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие близнецы. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз и карты. Но я так надеюсь, что если мы подключим нашу интуицию, подсказки шестого чувства и метафорические образы карт, все равно какой-то инсайт определенно получим. Вот давайте узнаем. Надо сказать, что следующая неделя для нас может быть очень знаменательной. У нас 5 ретроградных планет, вот так получается. И Меркурий у нас будет с 23 августа в ретро-движении. Ваш Меркурий, мои дорогие близнецы. Венера у нас еще по 3 сентября будет тоже в ретро-движении. Еще и Сатурн, который по 4 ноября. Нептун, та планета, которая, ну, если бы она была в прямом движении, как раз больше туману может напустить. А здесь ретро-Нептун может нам как раз позволить увидеть какую-то реальность более отчетливо, с чем-то быстрее разобраться, ну, избавиться, может быть, от каких-то сомнений. Но и Плутон, который у нас до 11 октября тоже в ретро-движении, еще продолжит свое ретро-движение, это планета, которая все меняет. Вот какие-то глобальные изменения происходят сейчас в нашей жизни. Мы не говорим, что это за один день произойдет, конечно, нет. Но постепенно события развиваются и нас так или иначе подталкивают к какому-то решению. Положительный момент на этой неделе тот, что до 25 августа трин Венеры к Хирону. Кто такой Хирон у нас? Это могучий кентавр, благородный. Это олицетворение или аллегория, символ как бы израненного целителя. И поэтому на этой неделе, правда, какие-то раны прошлых отношений, то, что где-то сердце наше, может быть, повергло в какое-то состояние, знаете, как изоляция. Нам не хотелось кому-то доверять. Или мы словно его погружаем в панцирь, погрузили, может быть, когда-то в ледяной. Вот здесь, когда, знаете, как словно переход, конец отношений, начало отношений, у кого-то может так проиграться, потому что все же по отношениям эта неделя, когда мы сами можем делать очень важные выборы в своей жизни. Или это может быть неделя, когда будет более глубокое понимание самого себя, опять же, благодаря где-то ретро-Нептуну и также трину Венеры к Хирону. Нам захочется, наверное, услышать желание собственного сердца, куда оно нас ведет, что просит наша душа. Хотя у кого-то уроки с деньгами такое тоже может проиграться. Посмотрите, у вас переворачивается вот в этой колоде, это аркан колесница. И как ни странно, именно в этой колоде это карта успеха и удачи. Да, это карта великих перемен, больших, скорых. У кого-то может быть так, придет известие, новость и вас вынудит куда-то спешно собраться и отправиться, когда мы не сможем долго раздумывать, что-то мы не сможем отложить на потом. Может проиграться и буквально так. Но в целом старший аркан, обстоятельства на вас, мои дорогие близнецы, влияют таким образом, чтобы больше было позитива, радости в жизни, и именно за счет перемен. Это не то, что что-то старое мы удерживаем. Нет, здесь как раз старое разрушается, но мы от этого испытываем где-то облегчение в плане того, что нам хочется с большим оптимизмом идти вперед. Не хочется где-то увязнуть, может быть, в старой какой-то ситуации, или завершить нам хочется скорее, так или иначе, какое-то дело. Поэтому встречаем все то новое, что приходит к нам, и не удерживаем то, что уже само как будто пытается уйти. В первую карту мы достанем и спросим, что важно знать, или важное событие, может быть, недели, или в целом оценка недели, как видят карты для вас, близнецы, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт, или что нам может помешать? А что же нам будет помогать? Что от нас скрыто? Давайте достанем такую карту. Может быть, мы что-то можем не заметить, пропустить. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергетику посмотрим, что по финансам и в личной жизни.
Что важно знать? Семерка мечей. Где-то придется, видимо, есть вопрос, который мы должны решить. А хотя по этой карте иногда идет значение забрать свое. У кого-то могут проходить вопросы в суде, правда, буквально по разделу имущества. Иногда вот конкретно об этом говорит карта. Или есть какой-то финансовый вопрос, который тоже не решен, но имеется в виду, как, знаете, или возможный спор, или у нас есть как будто оппонент, который имеет другое мнение, или буквально наши где-то вещи, может быть, у другого человека, и мы хотим это вернуть. И по этой карте, это карта изворотливости и хитреца. По этой карте мы не должны, кстати, чего-то прошляпить. Может быть такое, что ну, где-то мы понадеемся по части работы, например, электронных систем расчета. Вот здесь надо быть осторожными. Да и по ретроградной Венере, кстати, все платежные системы могут, с учетом еще и Меркурия, который войдет в ретро-движение, как раз могут давать сбой. Мы не переходим по ссылкам и в целом к своему имуществу, кошелькам, сумочкам будем внимательны. Но для нас вот это где-то изворотливость, да, или хитрость, она совершенно необходима, может быть, люди будут так себя вести, и где-то мы сумеем обойти острые углы, если нам действительно нужно вернуть что-то свое, или не упустить, может быть, что-то свое, но транслируем мы здесь больше какое-то дружелюбие, а при этом остаемся где-то хладнокровны, чтобы, ну, больше было на сохранении буквально каких-то материальных благ. Чего не избежать? И в герметической колоде Таро девятка жезлов говорит нам о великой мощи. У нас сейчас достаточно сил практически осуществить любой проект. Но не время. Не время куда-то с места в карьер бросаться, чего не избежать. Здесь нам нужно быть более внимательным, мы должны чего-то не упустить. А семерка мечей дважды. Видимо, самого себя не поторапливать, где-то не ускоряться и не пытаться заниматься теми делами, в котором как будто для нас либо нет смысла, нет какого-то прогресса, продолжения, или, с другой стороны, нам ничто не угрожает. То есть два момента проходят по девятке жезлов, когда мы свою силу используем либо в каком-то деле, которое для нас перспективно, выгодно или интересно, с вдохновением. То есть, ну, что-то оно нам приносит, какой-то взаимовыгодный обмен. И второй момент, когда нам что-то буквально угрожает, вот тогда мы тоже эту силу проявляем. Тогда у нас и настойчивость, тогда мы, ну, наверное, тут по ситуации действуем. А вот как будто, если вот этих двух моментов нет, так и не нужно где-то себя форсировать. Вот больше будет, наверное, полезным самому себя не торопить, раз, и быть, ну, где-то сконцентрированно, внимательным в течение недели два. По этим двум картам нет ничего глобального, но есть тот или та позиция, когда мы должны держать руку на пульсе. Чему сейчас не время? Но и тем не менее какой-то окончательный итог в чем-то мы не подведем. Может быть, не время нам, знаете, по этой карте, это ведь какая-то ситуация, которая у вас прежде сложилась со знаком минус. Это то, что нас где-то не то что разочаровало, а опустошило на какое-то время. Может быть, буквально обездвижило. Ну, иносказательно понятно, когда мы вынуждены были какое-то время приходить в себя. Вот как раз ось отношений проходит по десятке мечей. И мы, если мы говорим раны прошлых отношений, вот как раз мы словно проходим, исцеляемся. Но сказать, что будет итог на этой неделе, как будто нет. Но, видимо, нужно пройти еще какое-то время, может быть, еще какие-то пару шагов или заключительные какие-то нам аккорды, словно по местам расставить или гештальт этот закрыть, как еще говорят, да, но это все имеет какой-то свой смысл. Может быть, нам и хочется быстрее с чем-то закончить, а карта нам говорит не время. Значит, есть еще какие-то нюансы, может быть, на которые мы не влияем. Но или просто нам говорит карта, что вот на этой неделе какой-то вопрос ваш окончательно, наверное, еще пока не решится. Что нам помогает? Вдохновение, любовь, туз кубков, радость, прекрасное настроение, когда, в принципе, у нас идет все по плану. Но, может быть, с чем-то мы тут точку не сможем поставить. Но, поверьте,
туз кубков как будто, ну, вот так вот нивелирует все моменты, которые со знаком минус могут быть на неделе. У каждого из нас со знаком минус обязательно что-то бывает. Не бывает, наверное, всегда все безоблачно и радужно, но определенно нам помогают как приятные эмоции. Может быть, это отношения в паре для кого-то или любовь нам помогает, безусловно. Хотя больше по тузу кубков у вас все равно сейчас что-то складывается со знаком плюс. Когда, знаете, все, видимо, системы или все сферы жизни постепенно приходят в баланс. И вы, мои дорогие близнецы, где-то можете это ощущать. Но сказать, что уж прямо так вот все как-то сбалансировано, увы, нет. Но пока вроде как и не время. Не время, кстати, с кем-то ссориться или какую-то прошлую историю заново пытаться реанимировать в том плане, что кому-то что-то доказать. Это все будет бесполезно. Не время вообще что-то из прошлого пытаться словно извлечь и каким-то уроком применить к дню сегодняшнему. Это тоже вот постепенно все словно уходит от вас из разряда того, что для нас не может быть взято в будущее. Но нет здесь какой-то скорости на неделе. Поэтому нам говорят, наверное, и ты будь внимателен. И если у тебя вот эти два момента, которые я сказала по девятке жезлов, проигрываются, когда есть либо конкретный интерес к чему-то, либо есть момент, когда, ну, нам что-то угрожают, или нашим делам, или нашим финансам, ну, какой-то сфере жизни, вот тогда мы включаемся. А во всех остальных случаях радуйся жизни и держи руку на пульсе, чтобы чего-то не пропустить. Что от меня скрыто? Скрыто, что, знаете, могут нас провоцировать специально, нарочно, вызывая на какой-то разговор, либо могут быть люди, которым мы зачем-то нужны. По семерке жезлов это есть карта соревнования. И сама по себе карта не крупная. И она говорит первое, что есть интерес у кого-то, это не ваш интерес. Но нас, видимо, под разными какими-то предлогами, под разным маринадом, будем говорить, нам могут преподносить какие-то идеи с целью одной, чтобы мы начали в чем-то участвовать. А карта девятка жезлов нам говорит, нет, стоп, если там нет твоего интереса или на сегодняшний день, ну, буквально тебе ничего не угрожает и вообще тебя никаким ни плюсом, ни минусом это не затрагивает, значит, не следует в этом участвовать, тратить время, тратить силы, может быть, еще какие-то средства свои, тем более. По семерке жезлов нас всегда пытаются вовлечь либо в какой-то конфликт, либо втянуть в какой-то разговор, а нам даже как будто этот разговор не нужен будет. Ну, кто знает, может быть, вы столкнетесь с ловкими манипуляторами, которые как раз пытаются где-то так вот в свою какую-то сторону продавить ту или иную ситуацию. Поэтому будьте внимательны. У вас две семерки, и это всегда нами пытаются манипулировать. Вот здесь где-то надо быть настороже. Может быть, для этого нам и говорит девятка жезлов, что вот эти два момента просто имей в виду на всю неделю и пристально наблюдай, что говорят люди, что они делают, кстати. Но не спеши, ну, буквально с места в карьер там оспаривать, доказывать или включаться в какое-то дело. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Опять нам про приятные эмоции говорят. У кого-то может быть приятное известие в вашей семье, в вашей паре. Где-то добавляет нам значение к тузу кубков. И это у нас король кубков. И король кубков, он, кстати, сам великий манипулятор. Есть две сферы, которые прекрасно проигрываются по этой карте. Сфера отношений и финансов. Вот как раз у нас тут где-то финансы или имущество, да, мы говорили. И отношения, которые со знаком плюс. Так вот, в тех вопросах, когда это требует какой-то скрупулезности, да, или вопросы денежные, когда эмоции нам только могут помешать. Король кубков умеет исключить, словно спрятать. Вот в этот кубок, еще и в этой колоде карт кубок с крышкой как будто показан. Так вот он может спрятать свои эмоции, чтобы они ему не мешали в этот кубок. А когда это будет необходимо, когда мы находимся среди близких людей, те, которые нас понимают, те, которые нас принимают такими, как мы есть, те, которые с нами искренне, вот там мы как раз эти эмоции проявляем. Видимо, вам придется, мои дорогие близнецы, где-то переключаться с приятных эмоций,
ну, на какую-то прозу жизни. Видимо, такая неделя. Будет и одно, будет и другое. Будут и финансовые вопросы. Значит, у кого-то, правда, как уроки из прошлого по поводу финансов и денег, могут быть вот эти вопросы актуальны на неделе. Что у нас по финансам, хотя нам уже сказали, а здесь больше, знаете, какие-то новые перспективы или какое-то новое дело, которое может очень так прогрессивно в последующем развиваться. Для вас может быть, как знаете, новая работа или какой-то вид деятельности, который тоже вас и вдохновлять будет, и в последующем принесет какой-то доход. У кого-то может проиграться, как, например, все-таки это у нас на финансы ваша помощь детям. Иногда такое бывает, все же у нас выпадает паш. Но и паш еще сам по себе говорит о какой-то новости, и у нас это выпадает на деньги. И также это подразумевается какое-то вдохновение или наше занятие, или изучение чего-либо. Мы тоже можем чем-то заниматься, может быть, даже буквально с нуля. То, что нас словно, ну, где-то окрыляет. И вполне вероятно, то, чем вам нравится заниматься, следует уделить внимание, кто знает. Может быть, как монетизация своего хобби по этой карте может пройти, или какого-то ремесла. Это тоже все со знаком плюс. И главное, будет какая-то перспектива, это тоже немаловажно. Но, в принципе, у вас все стабильно по финансам на эту неделю. И в личную жизнь, что может быть лучше? Нам опять говорят где-то про любовь, хотя шестерка кубков, 6 с одной стороны, это всегда победа. Любая карта 6 это у нас как бы больше плюсов, больше именно какого-то итога победоносного нам говорит. Кто знает, может быть, вы завоюете сердце человека или у вас это уже получилось. Хотя иногда по шестерке кубков может проигрываться, знаете, как связь поколений, известия от далеких родственников, к примеру, или, кстати, от далеких друзей, те, которые с вами, может быть, на расстоянии, и вы будете тогда планировать что-либо, как съехаться, встретиться, или вполне вероятно, ну, какая-то история с продолжением у вас определенно будет, или просто у вас сейчас, у нас ведь туз кубков выпал, и вот как раз эта карта одна под другой оказывается, когда любовь, мои дорогие близнецы, счастье, искренность, вот как раз искренние отношения проходят по шестерке кубков. Все то, что нас делает счастливыми как раз в личной жизни, как будто у нас сейчас порядок. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.